День 1555. Алекс на связи. У меня используется несколько дашбордов, на которых я показываю параметры из системы умного дома. Дашборды у меня сделаны на основе айпадов. Это довольно старые два айпада, которые уже не могут, в принципе, ничего полезного делать. На них начинает уже все тормозить, и игрушки, и просто даже серфинг в интернете. Поэтому единственное, что на них нормально может работать, это открываться какой-то простенький веб-сайт, и на нем без всякой дополнительной графики может работать какое-нибудь приложение. Даже многие программы невозможно скачать и установить на эти iPad. Один у меня iPad — это iPad 2, очень старый, ему уже очень много лет, больше 10. Второй iPad — это iPad Air 2, который, конечно, поновее, но он тоже старый. Сейчас есть новые iPad с такими же названиями, но это совсем другие уже iPad, и, соответственно, у них совсем другая мощность. Конечно, этих iPad'ов уже батареи умерли, у одного пришлось уже у старого заменить, у нового, так сказать, она уже тоже не работает, в принципе, держит только минут 5, может быть. Сама замена батареи не очень дорогая, но это все-таки некоторое вмешательство уже в конструкцию, что, наверное, там на надежности как-то отражается не очень хорошо. Но в целом для моих нужд они вполне подходят. Они работают в постоянном режиме. У iPad'ов есть в целом проблема. Они, конечно, гораздо хуже в плане каких-то настроек или управляемости, чем, допустим, планшеты на Android. Например, у iPad'ов проблема с регулировкой яркости. Она либо автоматическая, что частью не подходит совсем, и она работает тоже достаточно непонятно. В принципе, в сторону увеличения она, конечно, добавляется очень быстро, но в сторону снижения это происходит очень медленно, и, например, при выключении света в комнате это очень неудобно, очень долго продолжает светиться. Сами дашборды, они у меня сделаны полностью самодельные. Фактически это просто веб-страница. Она, конечно, не статичная, она обновляется с помощью специальных скриптов на JavaScript, обращается в базу, считывает новые параметры нужных датчиков и отображает эти датчики. Но это происходит, в принципе, с небольшой задержкой. Я выставил время 2 секунды, но поскольку у меня используется внутренний сервер в локальной сети, а не внешний, то это достаточно быстро работает, запросы приходят быстро и никакой нагрузки на сеть не создают. Раньше я использовал подключение к хостингу внешнему, поскольку там данные у меня хранятся. И это, конечно, при такой частоте запроса у хостинга включался режим блокировки, и, соответственно, терялась связь у iPad с этим сайтом. Для того, чтобы отображать этот сайт, есть несколько программок. Я использую специальную программку скачанную. Не все запускаются на этих версиях операционок, поэтому я нашел ту, которая запускается. Это программки, которые позволяют открывать веб-страницы в режиме киоска, так называемого, то есть на полный экран разворачивается. И есть разные варианты, например, связанные с блокировкой, нажатие кнопок или с блокировкой смещения. Но у меня используется лайт-версия такой программы, и, соответственно, в ней есть некоторые ограничения, связанные с настройками.
Также получается в Lite-версии, что она каждый час перезагружает страницу, что с одной стороны в принципе удобно. Страница, даже если она начинает работать неправильно, каждый час обновляется, и после этого в случае каких-то сбоев она все равно снова продолжает работать. Но если при самом обновлении происходит включение белого света на весь экран, и, например, ночью это не очень удобно, засвечивается вся комната. Из-за настроек яркости на iPad'ах приходится выкручивать достаточно большую яркость на самом устройстве. Она стоит, наверное, выше средней, но для того, чтобы ночью это не слепило, у меня в настройках сайта этой веб-страницы сделано так, что она затемняет свои значения, которые показывает, свой текст отображаемый. И таким образом ночью она выглядит, в принципе, достаточно темной. В принципе, может даже вплоть до нуля, то есть полностью погасить отображение. Но немножко, конечно, засвечивается. Видно, что это TFT фактически дисплей, а не OLED. И на нем, конечно, слегка просвечивает. Есть проблема, связанная с тем, что при долгом работе iPad у меня за несколько лет начали выгорать светодиоды неравномерно. Это было связано с тем, что информация размещена на странице рядами, и те ряды, которые темными оказывались, они там светодиоды в этих местах, они не светились, и, соответственно, они, конечно, более сильные при освещении, а светодиоды, которые светились постоянно, стали более тусклыми, и, соответственно, это заметно становится на каких-то однородных страницах, если открывать это просто для теста. Поскольку iPad у меня работает в режиме отображения дашборда умного дома постоянно, то, конечно, я никогда не включаю белые страницы на весь экран, и это незаметно. Но пришлось сделать небольшой лайфхак, который позволяет задействовать все светодиоды равномерно. Я сделал белую рамку вокруг всего дашборда. Таким образом, приходится iPad включать все светодиоды для того, чтобы засвечивать корректно весь экран. И за счет этого светодиоды хоть и садятся, но они садятся равномерно, что, в принципе, исходя из общего запаса яркости, этого достаточно. Ночью у меня iPad, получается, светит очень на низкий процент, потому что даже если оставить там 5% от общей яркости, это среди ночи, это очень ярко, и, в принципе, и комнату засвечивает, и мешает спать. Также для того, чтобы управлять яркостью, у меня сделаны специальные скрипты, которые оценивают показания датчиков в комнате и на основании этого принимают решение, которое какую яркость сделать на соответствующем iPad. Для этого у меня используется датчик освещенности. В одной комнате он у меня стоит самодельный. Это просто, по сути, фоторезистор, который определяет количество попадаемого на него света. И дальше передается значение в систему умного дома. В принципе, достаточно просто. Это очень дешево и работает вполне стабильно. Причем это работает от батареек. И уже, наверное, больше года я батарейку не менял в этом датчике. Причем это датчик совмещенный. Он также меряет температуру и влажность в комнате. Поэтому, в принципе, такое комбинированное устройство очень удобно. Также у меня оценивается по времени суток. То есть, если это день, то, соответственно, у меня там один режим работы и одна яркость по умолчанию. Если это ночь, то другой режим работы и другая яркость по умолчанию. Можно использовать значение рассвета или заката, но это не всегда удобно, потому что сумерки достаточно длинные идут.
И, в принципе, нужно, конечно, ориентироваться либо на окончание сумерек, что обычно очень сложно получить с каких-то источников. Например, информацию о рассвете и закате можно получить с погодного сайта. Я использую OpenWeather. И там есть такой параметр, который можно считать и на основании этого определять. Но там нет параметра начала и окончания сумерек, поэтому, конечно, тут нужно делать некоторые дополнительные вычисления. Также я сделал свой алгоритм, который просто усредненно оценивает, когда начинается день и начинается ночь. Я беру просто самый короткий день и самый длинный день и по некоторой формуле распределяю увеличение времени дня и уменьшение времени дня. И также я еще обрабатываю значения с выключателей. То есть, если выключатель в комнате включен, допустим, общий свет, то включается максимальная яркость дашборда, потому что если он стоит на минимальном, например, ночном режиме, то его становится не видно. Или видно очень плохо, и издалека уже невозможно разглядеть некоторые мелкие цифры. Если, например, включается прикроватная, например, бра или какой-то другой определенный источник света, то, соответственно, яркость комбинируется и включается соответствующая. Если я выключаю весь свет в комнате, и в этот момент как раз, допустим, по режиму это ночь, то iPad достаточно быстро переключается в режим ночной и низкой яркости. На самом дашборде я отображаю в основном это параметры датчиков системы умного дома. В основном это температура, влажность, состояние всех розеток и выключателей. Это очень удобно и, в принципе, позволяет оперативно понять, то есть, что происходит в умном доме, почему какой-то сценарий не работает или может не работать. Причем очень важно, что у меня отображается и последнее время обновления этого параметра. Я сделал некоторый признак. Если значение не обновляется больше часа, это появляется знак восклицания около параметра. Если значение больше 2 часов не обновляется, то или, допустим, несколько часов, то, соответственно, там появляется знак вопроса. Это таким образом я вижу, что значение давно не обновлялось, возможно, датчик просто уже не работает.